Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, и тех, кто в записи его когда-то будет смотреть. Мы возвращаемся с горем пополам. Надеюсь, не одноразовая акция, надеюсь, полноценно возвращаемся спустя неделю перерывчика. Ровно неделю. Кстати, привет, Игорь, привет, Азель. Мы возвращаемся и первым делом сразу к ассасину, потому что у нас горит сроки горят сроки, у нас осталась неделя до выхода Black Flag, и надо срочно уже поскорее допроходить этот ассасин. А то из-за этой жары все планы, все сроки начались ломаться, и все пошло не по плану. Но надеюсь, что сейчас со временем все наладится, и мы все успеем, и все будет чики-пики. Прошла жара? Нет, не прошла, но стало получше. Стало где-то около 30 градусов, ну где-то там 20 с чем-то, но это лучше, чем почти 40. Согласитесь? В то время вообще была смерть, а не стримы были бы. Если бы я пытался что-то тогда делать, я боюсь, у меня бы тогда что-то могло сгореть вообще нафиг. Либо ноут мог сгореть, либо еще что-то могло сгореть. Потому что даже там на всех вот этих вот максимальных режимах вентилятора в ноуте с максимальным охлаждением все равно все капец согрелось. Что можно было что-то жарить. А уж если бы я еще стрим запустил, то это вообще все взорвалось бы. Так что я решил не рисковать и подождал вот пока на 10 градусов температура спала и более-менее уже нормально стало. Конечно, еще далеко до комфортной температуры лично для меня. Но это уже не 40. 30 это не 40. Конечно, не 20. Я вообще зиму обожаю. Лето не очень, так что до идеала еще далеко, но как есть, так есть. Все-таки еще сильнее тянуть до прям какой-то идеальной жары, это вообще можно было бы тянуть где-то до осени. Или там где-то из-за каких-то парочки градусов тянуть я вообще не хотел, потому что опять-таки сроки горят сроки. Как я рассказывал ранее, были планы, чтобы ассасинов вот этих вот 3-й и Роук пройти до выхода Black Flag. Что-то времени становится все меньше и меньше до выхода, уже ровно неделя осталась где-то там. Так что у нас есть неделя, чтобы изгоя допройти. По идее мы успеем, если, конечно, будем стримить в тех темпах, как стримили до этого, а не раз в неделю, то, думаю, все будет нормально. Должны успеть. На крайний случай Ведьмачок уйдет там чуть-чуть на другой план. Сейчас в первую очередь Ассасина будем бегом допроходить. А Ведьмак там как получится. Получится, то окей. Нет, ну, Ведьмак мне никуда не горит. До выхода DLC там еще куча месяцев, куча времени. Что там у вас? Как там вы? Целую неделю не виделись. Целая неделя? Да, вот и я о том же. Зато красиво закончили, можно сказать, прошлый стрим перед этим самым перерывом на целую неделю. На том самом стриме по Ведьмаку, где мы неплохо так общались допоздна. Неплохо так закончили этот марафон стримов. А то я смотрел, мы там чуть ли не каждый день стримили. Почти. А тут вот кому-то, может, наоборот, было очень даже кстати вот этот перерыв на целую неделю. Отдохнуть, скажем так. В том числе и мне, наверное. Вне стримов, если что, я ничего не проходил, ничего не играл. В том числе и Ассасина. Еще только в те моменты, когда мы Ведьмака стримили, после вот этого первого стрима по Ассасину, я что-то там вне стрима побегал чуть-чуть. А после этого на протяжении всей этой недели вообще ничего не делал. Вообще не было желания. И состояния тоже. Мне реклама на ютубе попадалась черного флага. А мне уже тоже все уши прожужжали вот этими вот слухами, отзывами, видео, всякими сравнениями по Black Flag. Я все стараюсь не смотреть абсолютно. Там какие-то отрывки, конечно, попадаются мне.
Я чуть-чуть офигеваю, какое все классное и красивое, и я уже в предвкушении очень сильном, но более подробно я ничего не смотрю. Никакие там видосы сравнений, никакие там прохождения, никакие там видосы... Вообще никакие, короче, вообще ничего не смотрю. Жду очень сильно. Мне 26, но по ощущениям холоднее. У меня почти 30, как я сказал, но опять-таки это лучше, чем 40, так что... Попытаемся сегодня постримить, надеюсь, ничего не взорвется, ничего не поплавится. Если все будет окей, то может и дальше продолжим в таких же темпах. Более-менее. А то, когда вот эта неделя, как я писал там, был просто пик жары, почти 40 градусов, это просто жесть. Это просто жесть. Стримить там было очень не очень, мягко говоря. Меня все время дожди лили. Завидую. У меня вот, судя по прогнозам, как раз скоро тоже дожди начнутся и как раз похолодает. Около 20 градусов будет, дожди, грозы. Начнется красота. Поскорее бы. Тоже не особо лето люблю. Зимой хоть одеться можно по нормальной температуре. Во, я всегда тоже так говорю. Вот у меня что родственники, что знакомые всегда тоже говорят: вот я обожаю лето, вот я ненавижу, когда холодрыга, потом не можешь никуда деться от этой холодрыги. Лучше уж пусть будет жара. А мне вот всегда наоборот. Я могу там хоть всякие горячие чаи, кофе пить. Можно одеться прям по полной программе. Можно укрыться там хоть 10 покрывал, 10 одеял. Всякие там... те же кондёры, те же всякие утеплители. Короче, можно зимой что угодно придумать. А вот летом, когда 40 градусов, особенно если нет никакого-то кондёра, то вентилятор, что есть, что его нет, нифига не помогает. И летом вообще с ума сойти можно. Ничего не сделаешь. А вот зимой хоть как-то что-то можно выжить. Поэтому я всегда тоже так говорю. Мне лучше зима, чем лето. Такое вот сумасшедшее. Вот в прошлом году лето еще было более-менее нормально. Вот позапрошлое лето, я помню, тоже было жесть какое жаркое. Прям все плавилось. В этом году вот что-то опять лето такое же, как в позапрошлом году. Жесть жаркая. Я все стабильно играю чуть-чуть в ультракилл и делаю игру. Много уж времени на текстуры уходит. Это радует, что у вас все стабильно, что все хорошо, что игра делается, ультракилл проходится, жизнь живется, так скажем. Летом только в холодильник лезть. Почему бы и нет? Такс. Что еще я хотел бы сказать, пока мы загружаемся? Наверное, ничего. Ни стрима ничего не играл, ничего не делал, как я уже сказал. Про жару рассказал. Про все остальное рассказал. Вот как я говорил только что, еще тогда, когда мы стримили Ведьмака, до того стрима, то я тут в Ассасине что-то успел поделать, поплавать, пособирать, поисследовать, но не очень-то и много. Вы это могли видеть только что по процентам, сколько у нас сейчас. Так что пойдем сейчас просто дальше по сюжетке и посмотрим, что сможем сделать, что сможем пройти. Нью-Йорк вот вообще не тронут у меня. А, да, кстати, вот что еще успел сделать, открыть вот эти вот всякие костюмы юплеевские, и вот одел вот этот вот костюмчик, который мне пока что больше всех понравился. Пока что. Не знаю, какие там еще у нас откроются в будущем, но вот этот мне понравился, вот этот я одел. Так что пока мы будем ходить с ним. Побежали. Кстати, у нас же этот ассасин происходит во всяких там вот этих вот холодных местах. В Арктике, там, в холодных морях. Так что будем надеяться, что игра нам чуть-чуть прохлады даст, скажем так, сквозь экран. Хотя бы в игре у нас будет происходить всякие прохладные штучки. Прохладные места будут попадаться. Хотя бы так, может, что-то станет легче дышать, что ли.
Старые добрые аванпосты. Ну куда же без них? Все, погружаемся в игру, а то я уж отвык. Неделю не стримил, отвык уже от всего вот этого вот. Забыл уже, на чем мы там остановились. Забыл управление, забыл геймплей, забыл все. Неделю не стримил, все забыл. И надеюсь, за эту неделю у меня канал в Ютубе там не опустился опять какие-то дебри. Как обычно бывает. Чуть-чуть не постримишь, чуть-чуть забросишь канал и все. У тебя уже никаких рекомендаций. Только вот у нас недавно и стримы в рекомендации начало хоть как-то проводить. И в целом просмотры какие-то начали появляться. Надеюсь, сейчас спустя вот эту неделю перерыва не опустится опять все в дебри куда-то там вниз. А то такое может быть. Очень даже. Ты после флага дальше ассасинов играть? Дальше будешь играть? Или на этом ассасинов прервешь? Наверное, пока прерву. Как кто-то там спрашивал, когда мы третью часть проходили, я вроде рассказывал, что хотелось бы еще, наверное, в будущем там какие-нибудь игры про Эцу пройти, там его трилогию, вторую часть, Братство, Revelation, вот эти вот части хотелось бы когда-нибудь потом. Или Синдикат какой-нибудь. Но, скорее всего, это потом. Потому что сейчас, как я говорил, это уже переизбыток Ассасина, наверное, будет на канале. Поэтому после Black Flag останется у нас, понятное дело, Ведьмак и, может, что-то другое. Может, какой-нибудь как раз-таки Nine Souls или что-то еще. Но, наверное, Ассасинов пока не планируется. В будущем мы еще к ним вернемся по-любому. Но не сейчас. А то сейчас это было бы слишком дофига ассасинов. Третий, Изгой, Black Flag. И потом еще что-то начинать. Это прям слишком дофига ассасина был бы. Так что поэтому пока что нет. Пока что на этом все у нас будет. 5 зрителей показывает. 6. Ну, а показывает-то оно показывает. Но по факту, кто из них, из этих 6 живые люди, а кто нет, фиг его знает. Привет, Евгений. Нужно тут булку найти. Булка, может быть, хейтом будет у нас? Или кто тут еще может быть булкой? Я даже не знаю. Мастер Кормак. Слова охотника подтвердились. Местные бандиты сменили тактику. Каким образом? Наняли Бенджамина Франклина. Теперь он создает оружие. И его охраняют. Бенджамин Франклин. Тот, ученый? Вы знаете о нем? Что ж, он пытается найти способ распылить газ среди жителей. Ядовитый, как выяснилось. Жителей? Я думал, они хотели убить лишь власти. Хотя и это достаточно жутко. Арестованные бандиты говорили о какой-то женщине. Похоже, за всем этим стоит именно она. Я проверю. Спасибо. Ну, хейтам не нравится, конечно, но едва ли он булка. Прошу, только не ты. Ну, тогда я больше не знаю. Кого тут можно прям булкой назвать? Тут каких-то таких приятных персонажей, позитивных, хороших, я едва ли могу вспомнить. $100? Но мы его не то чтобы часто встречаем, к сожалению. Так-то да, если бы мы его чаще встречали, то да. Но
Вряд ли там за пару встреч на всю игру можно уже его питать булкой. Вот BD, вот, да. BD всегда был с нами, например. Бать. Интересные тут у людей имена. Ты про кого? Опять я слышу этих пионов в кустах. Шептунов этих. Ну-ка. Развлекайтесь. Про 100 долларов, наверное. А, про Бенджамина Франклин. Это мы еще в третьей части ему дали такую кличку. Мы и в третьей его встречали, и в DLC к третьей части его встречали, и тут мы его встречаем. Вот в Black Flag мы его не встретим, насколько я помню, к сожалению. Ну, понятно. Развлечения толком никакого и не получилось. Но зато отвлеклись. Тук-тук-тук. Шей, я рад снова видеть вас. Хоуп сказала, вы в отъезде. Да, был. В отъезде, ну-ну. Сэр, я пришел забрать ваше изобретение. Ну что ж, прекрасно. Я только что закончила работу над прототипом. Прошу вас. Я намереваюсь отправиться в Филадельфию, а затем в Европу. Пригласили прочитать лекцию в Лондоне. А не могли бы вы известить мисс Хоуп? Конечно. Ради лекции в Лондон возвращаться, это же сколько плавания Боже. туда-обратно занимает. Что ты делаешь с этим сбродом? Разрушить город изнутри. Ты стала чудовищем. Что-то случилось, мастер Кормак? Нет, нет. Так, просто воспоминания. Как я говорю всем новым рекрутам, которых гнетет прошлое, лучшее средство от сожалений — это запах пороха. Может, полковник Булка? Вы правы, полковник. Он не то чтобы прям какой-то негативный персонаж, насколько я помню. Вам, кстати, не Прототип слишком выглядит тихо? внушительно. Это мне кажется, что как-то Осторожней с ним, мастер. тихая игра. Или просто я отвык. Этим оружием можно уничтожать некоторые строения или ранить сразу нескольких человек. Но можно действовать и по-другому. В некоторых снарядах сильное снотворное. Если выпустить его в толпу, люди мгновенно уснут. Испытаем оружие. О, Нагрели для граната. начала. Гранаты, гранатомет. Вау, вау. Мастер Кормак, взорвите эту дверь. Вот это да. Прекрасно. Вы готовы обратить это оружие против тех, кто сам хотел его использовать. На заброшенной фабрике неподалеку есть опасное вещество. Это сильное снотворное. Но его могли подвергнуть обработке. Из него получится яд, которым можно отравить полгорода. Ясно, займусь этим. Осторожно, мастер Кормак. Эти ингредиенты крайне нестабильны. И хорошо. Я вообще забыл уже про него. А я нет. Да вроде хорошо по звуку. Ну тогда ладно. Может просто я отвык, действительно. Ах ты!
Что это было? Мы его, ее точнее, силой мысли убили просто. Это мы такое умеем, да. Затылком убили. Со спины. Да уж. Эта штуковина может помочь мне разрушить все. Бум! Так, одно условие выполнено. Усыпите 10 охранников. Только не падай. Не падай. Не-не-не-не. Ух, повылазили все вот эти вот из стогов сена. Ты куда собралась? Что, кто где? Эй ты! Быстро сюда! А, у меня вот этих по нулям. Ну как так-то? Вот бы все они так убивались. Полностью согласен. Я пока вне стрима помню, тогда что-то тут бегал чуть-чуть. И опять были моменты с этими мерзкими пионами из кустов. Еще больше убеждаюсь, какие они мерзкие. Нужно выбираться. Или мне конец. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, 5 из 10. А я куда? Куда? Мне же выбираться надо. Бум. Славно потрудились, капитан. Дым было видно аж с Морриган. Будет хороший урок этим злодеям. Нью-Йорк в безопасности. Простите, полковник, но мне кажется, пара взрывов вряд ли позволит решить эту проблему. Он прав, полковник Монро. Опа. Так ведь? Поздравляю. Ты спалил целое крысиное гнездо. Я Джек Уикс, а это Уильям Джонсон. Не знаю насчет него, но я рад знакомству. Да, взаимно. И, если честно, здесь слишком неуютно. Предлагаю послушать рассказ Шея за кружкой Эля. И первая пинта за полковником. В чем дело, мастер Кормак? Просто голова немного мутная. Похоже, наглотался газа. Я думаю, Эль вам поможет. Ну же, мы друзья, мы позаботимся о вас.
Блин, я думал, что-то это еще не конец задания, я еще успею вот это одно условие доделать, но не судьба. Ну и ладно. Я, может, и не так много играю, но у меня 931 час в просмотре аниме. Не горжусь. Имба достижений, я тобой горжусь. Вот видишь, Азель, ты не гордишься, но зато другие тобой гордятся. Это тоже многого стоит. Но лучше бы более продуктивными делами занимался этот 931 час. Северная Атлантика, часть 4. Ну, может быть, 931 час всяких интересных историй, всякими важными посылами смотрел. Полковник. По крайней мере, часть. Чё сразу Мастер Кормак, непродуктивные. простите мою прямолинейность. Может быть, но даже настало очень время сильно говорить продуктивно. об этом открыто. Вы проявили верность. Так, я не знаю, я хочу прям громкость себе поднять. А, у меня уже и так на максимум. Не знаю, как вам. Ну конечно. Я когда запускал стрим, сделал потише, потому что в главном меню было слишком громко. Вот почему мне слишком тихо. Если вам будет громко, то я вам в OBS потише сделаю. Просто мне прям тихо было слишком. Тамплиеров. Вот другое дело. Вопреки, а может благодаря прошлому, связанному с ассасинами. Манускрипт, предмет их поисков, в определенный момент попал ко мне. Как раз тогда, когда мои люди нашли вас. Великий магистр лично поручил мне раскрыть его смысл, но, боюсь, задание мне не под силу. Я вверяю его вам, мастер Кормак. В вас я уверен. Я отбываю в форт Уильям Генри. Гарнизону предстоит бой с враждебными племенами и силами французов. Мы послали за подкреплением, но вряд ли оно придет. Я не питаю иллюзий. Этот гарнизон обречен. Я отдаю свою жизнь Великобритании, а душу отцу понимания. Полковник Джордж Монро. Джордж Монро. Если в этом плане смотреть, может быть. Культурно развивался. Никогда в жизни аниме не смотрел, хотя я форму уже говорил что-то подобное на стриме Гачи много месяцев назад. Да, было такое, я помню. Но я, учитывая то, что, понятное дело, стримил несколько гач на стримах на канале, то я смотрел. Не 931 час, конечно, но было дело. Я лет с 14-15 в аниме. Я уже и не помню. Без понятия, с каких лет я. Считаю, тебе нужно хотя бы раз попробовать. Ага, сейчас затянем в эту секту. Смотрел на днях вышедший недавно финальный сезон одного из любимых. Грустно, но финал понравился. И какого же? Хотя я за последний вообще не шарю, если честно. Так, я так понимаю, еще не открылись вот эти вот новые костюмы, которые говорил Азель. После 4 главы, вроде он говорил, должны открыться. Доктор Стоун. Не, такого я не смотрел, не знаю. Точнее, я знаю, но не смотрел.
Так, тут все. На выход. Ну все, Игорь, ты теперь, ну, обязан. Я в целом ничего не смотрю. Да и стиль большинстве из них. Не сказать, что нравится. Ну, это да, я слышал, что это популярный такой стереотип. То внешний вид многим не нравится. Но он разный. Капитану руля! Есть действительно прям такие кринжовые, которые мне тоже очень не нравятся, особенно старые. Но есть много всяких разных более современных, более приятных. Так что они не прям все одинаковые. Так, мне куда надо? Нет времени, Гист. Полковник в опасности. В смысле в опасности? В форте Ладно, Уильям пока Генри. плывем, пока не говорят. Его вот-вот возьмут. Это не стан, бездельники! На позиции! Поднять якорь! Еще в 19-м начало выходить. Капитан. Да, я знаю это. С тех пор, как мы встретились, Но не прошел смотрел. год. Целый год. Сколько впереди? Вообще. К лучшему. Надеюсь, ты простишь, что я начал праздновать вместе. Целый год. Гист, скажи мне вот что. Давно ты узнал о том, с кем я имел дело раньше? Я 100 лет назад. Я, может быть, пьяный, но не слепой же. Думаешь, я не видел, что ты бежал от какой-то кровавой истории? Но почему ты молчал? Так полковник просил не трогать эту тему, чтобы, как бы сказать, ты мог сделать выбор сам. Ты спас мне жизнь, спас на осторожность, делал еще хуже всего. Будь у меня такое право, я бы сделал рядом с Пьером давно. А кто может сделать? Монро говорил про магистра. О, да, великий магистр колонии. Вы палач. Великий магистр колонии. Что-то, по-моему, диалоги у них стали какие-то тоже тихие, Нам будет о чем поговорить. чем раньше были. Есть новости из форта Уильям Генри? Гарнизон окружен. Подкрепление так и нет. Но генерал... Вот это снежная буря, аж как будто стало Сидел бы дома. свежее дышать. Такую жару, вот такой снег в игре, то что надо. Но давай, пожалуй, в этом удачи. Мадам Оград вчера Любовница короля? Что ты мне голову морочишь? Держись! Ну а самое любимое, очевидно, Атака Титанов. Ну, это классика. Блин! Это каждый второй, наверное, такое скажет, я так думаю. Ну или, по крайней мере, одно из, уж точно. Вот если вдруг что-то и советовать, например, Игорю, вот чисто гипотетически, если уж он реально чем-то заинтересуется когда-нибудь, то вот Атака Титанов это, наверное, прям наипопулярнейший вариант, который все, наверное, советуют. Уж сколько я раз слышал, что вот кто-то кому-то советовал, сначала все такие, не хочу, не буду смотреть, а потом пару серий посмотрят, и потом их не оторвать просто. Сколько раз я такие ситуации слышал. Что, финал уже вышел? Надо смотреть срочно, а то я за новостями не слежу. А я за себя вообще молчу. Я когда-то что-то следил за новостями, но потом вообще забросил все это дело. Да я вообще не помню последний раз, что я смотрел. Тут и играть всякие новые игры на стримах времени иногда нет. А еще всякое разное смотреть, я уж что-то читать и вообще молчу.
Но если что-то когда-то затянет, то уж прям по полной программе. Смотришь там или играешь. Я сказал, что в большинстве я и нормально видел. Ну, просто я знаю, есть такой стереотип, многие жалуются, что ах, уж эти аниме. Все такие нос воротят сразу. Или где-то, может, что-то одно посмотрят и сразу такое отрицание, что вот нет, я одно посмотрел, не понравилось, значит все остальные тоже Г. Абсолютно не согласен с такими мнениями. Есть, конечно, много всякого Г, но есть много всяких шедевров, которые рекомендую всем. Шей, как я рад тебя видеть. Джек? Полковник Монро сдался генералу Манкельму. Французы и Абнаки взяли Форт Генри. Джонсон должен был привести подкрепление. Но я тут никого не вижу. Абнаки повсюду. Ни правила капитуляции, ни слова Манкельма им не указ. Утром полковника и его людей отпустили, но их уже ждет засада. Жди тут. Вдруг появится Джонсон. Я защищу Монро. Спасибо. Может, я наконец смогу вернуть ему долг. На сегодня 32 обещают. Ну, у вас там хотя бы это самое, кондёры есть, и дела. Вам это не так уж грозит. успеть. Не так уж страшно. А так у Титанов раза 3-4 пересматривал. Каждый раз интересно. О. А уж когда впервые кто-то смотрит, то это вообще супер эмоции. Особенно сейчас, когда уже все вышло. А не в те времена, когда я смотрел, когда еще там сезон 1, потом другой, потом жди еще, потом жди финал, потом жди финал финала, потом жди финал финальный финала, финал финала, как у нас было с этим, с Дайнлайтом. Куча финалов. И жди это. А это сейчас хорошо, когда уже все вышло, можно прям сходу все посмотреть. Нужно собрать ваших Залпом. людей на Морриган. С радостью, капитан Кормак. Все за мной. В безопасное место. Шагом марш. Могу я спросить? Чисто произошло в форте гипотетически. Уильям Генри? Плохая Да-да-да. подготовка, невезение. Именно Все так. было на руку Монкальму. Ни на что не настаиваем. Мерзавец. Ни в коем Он случае. поступил весьма благородно. Рекомендуем, но не настаиваем. Его условия оказались не так суровы, как мы Агрессивно предполагали. рекомендуем, но не настаиваем. Мы Нет. сохранили оружие и даже мундир. И попали в ловушку. Я бы не рассчитывал на помощь французам. А вы? И я тоже. Вы снова доказали преданность тамплиерам, мастер Кормак. Вы рискнули жизнью. Сейчас мы все рискуем, полковник. Толпа Насчет болванчиков. преданности. Разве я не ваш должник? Вы спасли меня. Дали второй шанс. Вот уже год мы ведем дела вместе. Все это время ваша помощь была бесценна. Если вы чувствовали себя должником, долг вы давно погасили. Возможно. О, Василий. Жив? Вася. Атаку! Вася, давно не виделись. В укрытие! Держаться вместе! Я сделаю все, что смогу. Продолжайте идти. Я проверю, все ли спокойно впереди. Идите за Кесигу Васи.
За Василием, короче, идем. Ну, там реально финал 1, финал 2, финал 2, часть 1, часть... Да. Эти самые легендарные растягивания, чтобы побольше заработать. Это просто жесть. А из того, что смотрел, что понравилось? Ну, классические вот эти вот, как у многих, наверное, всякие атаки титанов, клинки, рассекающие демонов, человеки-бензопилы. Это, наверное, у многих. У нас, кстати, еще вот эти катаны. Я говорил только о костюме, а еще вот катаны у нас... Ты мерзавец. Катаны у нас одеты. Немножко не в тему, но мне понравились все равно. Внезапно у нас тема за аниме зашла неожиданно. Мы же не какой-то там КСР или Геншин сегодня стримим, чему я бы не был удивлен. А вот сегодня прям не ожидал, что у нас такая тема сегодня затронется. Быстрей, с Кисигаваси шутки плохи. Кисигавааси. С Кисигаваси Вы его шутки знаете, плохи. мастер Хорн? Да, Это звучало полковник. забавно. Он человек Ахиллес. Ассасин. Я знал его. Узнали, что я тамплиер, значит. А еще он узнал, что вы живы. И заодно с вами. Это ведь очевидно. Скоро они пошлют кого-то за мной. Как и за вами. Мы ведь в ловушке, так? Да, мастер Кормак. Но выбора нет. Французы нас не убили, не убьют и теперь. Ах ты... Шпион, блин. Эй. Сюда! Блин, я клинок уже 7 лет планирую посмотреть. Выполнять команду! Поднять паруса! У Живее! меня так Живее! тоже с кучей всякого разного. Теперь я ваш должник, мастер Кормак. А я ваш полковник. Столько надо обсудить. Но я должен быть рядом с войсками. Сэр, я сопровожу вас к фактории Джонсона в Анакуаге. Что ж, тогда отплываем, мастер Кормак. До встречи. Бензопила хорошая, фильм про Резе вообще классный. Фильм, кстати, не смотрел еще. Как и очень-очень много я не смотрел еще. Планы есть, времени нет. И так с очень многим. Аниме-тема в Ассасине. Кто бы мог подумать, что у нас такое произойдет Что вы сегодня хотите? внезапно. Спустя неделю перерыва. Так, можем ли что-то улучшить? Нет, ничего не можем. Замечательно. Необычное дело.
Капитану штурма! Гроты отдать! Вперед! Ну, про аниме я хотя бы поговорить могу с вами. В играх-то я ничего не понимаю. Тогда это хорошо. Тогда я рад этой теме сегодня. Вот когда мы НТС стримили или Энфилд, он там, к сожалению... Тебя не было? Или тебя на тот момент еще вообще у нас на канале не было? Вот тогда мы могли бы пообщаться по полной, наверное, на все эти темы. Я вот забросил в моменте клинок, пропал интерес. Повторяюсь, случайно. Я уже понимаю, что надо было ловить волну и смотреть на подростковых вайбах. Сейчас уже взрослая тетя. Может, и не так интересно будет. Да, в этом тоже что-то есть. Сейчас намного больше могу рассуждать о поступках персонажей, о событиях. Угу. Это как в детстве тоже всякие там мультики смотрели, не понимали всякие там скрытые смыслы или в целом смысла мультфильма, а просто смотрели, чтобы что-то смотреть. А сейчас, когда, не знаю, там поностальгировать можно, то сразу вот можешь понять, там, о, а вот оказывается там про что все это было, а вот оказывается, что там имелось в виду, о, когда уже осознаешь все детали, все тонкости. Часть 4. Доспехи и меч. Полковник, похоже, от вас ничего не скроешь. Вы были в ужасном состоянии, когда вас нашли. Конечно, я не знал, кто вы. Но в чем дело, было понятно. Я велел Финниганам помочь. Их сын был в нашем ордене. Мастер Джонсон был вне себя. Да, я рисковал. Но верил, что ваши пути с братством разошлись. Полковник, манускрипт. Вы вернули его? Конечно, мастер Кормак. Ведь я доверяю вам. Манускрипт в надежных руках. Благодарю вас, сэр. Но так будет безопаснее. Джентльмены, Кисигавааси хочет атаковать Олбани. Деревня Анейда в большой опасности. Французские отряды уже вторглись на наши земли. Попробую задержать французов и помочь Анейда. Я подготовлю Олбани. Если мы хотим победить Кисигавааси, нужно будет помочь Анейда и решить проблему с французами. Кисигавааси. Обстановка? Неприятеля в зоне нет, сэр. Хорошо, но глядите в оба. Джонсон подготовил ядра и порох. Отлично. Капитан, за что? Еще можно полюбопытствую. Знаешь ли ты... Опять слабый в правое сын ухо говорим. Кисигавааси? Азель, ты скучал за этим? У него их нет. Он Или в был левое, купцом и разведчиком или до в правое, того, или как в стал левое. ассасином. Надеюсь, тебе повезет. Удача — это миф. Полковник может командовать армией. По крайней Удача — мере. это миф Лайон. Но этого мало. Нам нужна поддержка местных племен. Иначе с Кисигавааси не справиться. О нет, снова они на ушко шепчут. Оу, no.
Ох, какое красивое небо. Вроде ночь. Это луна такая яркая. Ничего себе. Быть начеку. Ай-яй, там сейчас спалит меня. Ну и ладно. Тут условий нет вроде, чтобы быть скрытным. Угу. Что ты делаешь? Кинь. Гадость. Что в этой пещере? Половина есть. Служите английским собакам! Oh, many thanks indeed, sir. Блин, вот ограничение символов на ютубе иногда сильно прям мешает. Ой, я за все время стримерства с этой проблемой столько растыкался. Действительно, это, мягко говоря, вымораживает иногда. Очень сильно приходится переключаться туда-сюда, туда-сюда. Меня зовут Илья. Привет, Илья. Кстати, у нас сегодня уже заработал шорт-стрим, если кто не видел. Сегодня уже все нормально запустилось, к счастью, в отличие от прошлого стрима по Ведьмаку. Найдите всех! Вот и все. О, почтенная. Меня зовут Шей Патрик Кормак, и я ваш друг. Поистине так. Мои люди благодарны тебе, Шей Патрик Кормак. Пока ты меряешь эту землю шагами, мы всегда будем рады тебе. Спасибо. Позволь и мне благодарить тебя. Не согласишься ли пойти со мной? Меня зовут Аната. У нашего рода есть легенда. В ней говорится, как появилась Земля
и как на нее пришло добро и зло. Дочь неба спустилась к нам и озарила мудростью. Следуй ее пути, и ты узнаешь историю нашего народа. А может, даже найдешь сокровище, спрятанное в этой пещере. Ведь ты истинный герой. Для меня это большая честь. Это большая честь и для нас, Шейпатрик Кормак. Прощай. Очередная броня какая-то. Чтобы до нее добраться, надо миллион всякой фигни собрать. Ну да, понятно. Причем еще броня не то чтобы супер красивая. Так, тут у нас все. Возвращаемся. Блин. Куда карта? Вернись. Где я? Ох уж эта карта. Перемещение недоступно, ну зашибись. Ладно. Бежать так бежать. Этот стрим лучшее, что случалось со мной на работе на этой неделе. Ого, даже так. Это все из-за темы обсуждения с аниме? Настолько все замечательно. Настолько прям лучшее, что случалось. Хоть и на неделе, а не в целом, но тоже звучит так грандиозно. Ну, конечно, тут должны плавать вот эти вот лодочки. Спустить брамселя и бомбрамселя! Все долой! Якорь отдать! Ну а чё вы там творите? Может и 931 час в аниме не так плохо. Может. Ау. Ау, 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 ау. Первое, мне не так уныло работать. Второе, мы тут говорим про аниме. Третье, Доктор Стоун вышел. Тогда понятно. Сколько всяких хороших новостей. Аниме делает жизнь лучше. Великие цитаты великих людей. Such a victory requires more rations. We better not run out of ale tonight. It's a victory. Victory. Так, а тут рядом есть магазин.
Магазин, это у меня патрон. Нет, нифига. Пуль, то есть. Патроны и пули это совсем разные. Welcome. Do come in. Велькам, велькам. Здорово, Лёха-ха. Играешь? Играю. Неделю не играл, теперь играю. Как видишь. French may have a stronger arm. Гроты по ветру! Ноги-то вы! Оу, йо-хо-хо. Обожаю эти песни. Down to Trinidad to see Sally Brown, boys. Row, boys, row, boys, row. Down to Trinidad to see Sally Brown, boys. Way high beside. Боже, правый! Что произошло? Кессигаваси. Мы опоздали. Нет. Рядом форт Фредерик. Его обороняет полковник. Слышали капитана? Вперед! Не вмешивайтесь в сражение. Отдать гроты! По ветру! Ну, попробуем. По местам, ловим Может, это ветер! тупо, но мне нравится, когда слушать тут беседы на отвлеченные темы больше, чем смотреть игру. Извините. Все, понимаю. Образцовить ли к ветру! Береги корабль, есть. И такое тоже бывает. Такие зрители даже чаще бывают, чем именно зрители, которым определенная игра нравится. К счастью или к сожалению, не знаю. Главное, что хотя бы такие зрители есть. Лучше, чем вообще никаких. Stop, you! Jenkins! The Hammer! Ready to fly! I see him! Not a shot! Flies! I see him! I have got a good line on him! Нет, я не выйду. Как сказал полковник Монро. Да, именно. Потери британцев. Так, я уже бегу. Не сюда бегу, значит. А, можно прям главный вход. Ну, конечно. Вперед! Больше припасов! Укрепить!
Это все Кисигаваси, ведь так? Похоже, что так, но я его не видел. А манускрипт? Вы... Сохраните его. Отнесите на Морриган. Это приказ. Приказываете мне, полковнику? Я не в вашем отряде, полковник. Я займусь обороной, пока вы не вернетесь. Кисигаваси. Василий, мы идем за тобой. Убейте Кисигаваси из ружья Пакла. Ты прям так? Прям из ружья Пакла? Ну ладно. Это, конечно, не эпично, и не эффективно, и не красиво, но как хотите. Оу, это вообще было ужасно. Ужасное зрелище. Ну, вот это неплохо. Но лучше бы я красиво скрытым клинком убил. Кисигаваси. Ну, можно и так. Зачем же ты так? А как? Ты теперь наш враг, и Ахиллес тебя найдет. Ахиллес не прав. Не тебе судить. Тамплиеры обречены. Ты обречен. Монро. Так вообще... мертв. О чем ты? Лаем. Спасите Монро. Мерлин Монро. Ха-ха, смешно. Полковник направился к докам. За полковником гнался здоровяк с топором! С каких пор у нас лаем здоровяк с топором? Что-то на него не похоже. Мимо. Keep your eyes peeled, men. Still be French. Все сгорит! Полковник! Он там, внутри! Нет, внутри полковник. Я горю. Манускрипт. Его забрал ассасин. Лаем. Я верну его. Я клянусь. Шей. Кисигаваси лучший мем за сегодня. Еще не выполнилось условие про эту паклу. Или это вообще было не то ружье, с которого я стрелял? Блин, пофиг. Ладно, вообще пофиг. Сегодня мне на эти все условия вообще пофиг. Сильнее, чем когда-либо. Так, по-моему, сейчас будет тот самый момент, которого мы ждали, Азель. После которого откроются все новые костюмы. Те, о которых ты говорил.
По-моему, да. Опа. Клянешься ли ты отстаивать принципы Ордена и бороться за его ценности? Клянусь. Никогда не выдавать наших тайн и не рассказывать о наших делах. Клянусь. С этого момента до самой смерти. Любой ценой. Клянусь. Тогда добро пожаловать в Орден. Теперь ты тамплиер, предвестник нового света. Давно не виделись. Да направит нас Отец Понимания. Да направит нас Отец Понимания. Там еще его фанат стоит, кстати. Пойду на перерыв кушать, после вернусь. Давай, приятного аппетита. Понимаешь теперь? Теперь ясно, откуда такой интерес к Шею Кормаку. Шей увидел мир таким, какой он есть. И только после этого выбрал свой путь. И уже очень скоро подобный выбор предстоит и тебе. Я не рассчитывала на такой успех, но вроде ты на верном пути. Пробиться к серверам внизу мы не можем, но есть еще один, рядом с кабинетом Мелани. Тебе туда. Ура, опять мы ходим за болванчика. Планшетиком. Можешь зайти ко мне в офис? Нам надо поговорить. Начальство зовет. Эррор. Эррор. Ладно, я иду. Знаешь, до меня в этом офисе работал Оливье Гарно. Он был моим предшественником на посту креативного директора Abstergo Entertainment. А Оцеберг — представитель нашей головной компании Abstergo Industries. Он покажет тебе истинную историю мира, так же, как и мне. Оливье был добрым, способным и буквально жил своей работой. Но год назад он тоже узнал эту истину. Тело так и не нашли. Обычно мы даем людям больше времени, чтобы адаптироваться, но ты неплохо проявил себя, так что я даю тебе доступ Abstergo 2-го уровня. На этих серверах новые фрагменты памяти Шея. Какая честь. О, зимний пейзаж. В Black Flag тут у нас был летний какой-то пейзаж, а тут прям зима, красота. То, что надо в этот летний жаркий период у нас сейчас.
Чтобы хотя бы в игре был освежающий такой видок. Ты что, не хочешь знать, что дальше? Да, я иду. Я что, виноват, что он не умеет бегать? Вот, это максимум, что он может. Ну, здание у них красивое. Да. Жалко, что потом они на современность полностью забили. Опять-таки возвращаясь к этой теме. Прозрачный отражающий. Ага. Это было быстро. Ну где опять звук? Алло. Анимус тебя ждет. Давай поживей. А сейчас... Ой. Выйти, что ли? Надо, чтобы оно заработало. Съели звук, все. Все пропало. Ну нет, так нет. Не знаю. Может, надо прям полностью перезайти. Но мне лень. Все идет гладко, болванчик. Готов еще один фрагмент воспоминаний Шея. Почти на месте. Помни, что твоя работа очень ценна, даже если это сложно понять. Да, сэр. Я просто сказал, что Вайолет не должна была ругать нас за сломанный лифт. Пристрелите меня. Сейчас. Она же вернет тебя с того света и заставит работать. Планшетики 8 из 20. Компьютеры. Тоже без звука. Интересно. Учитывая предмет исследования, я навел справки об ассасинах, которые невольно помогли Ну делу хоть тут Ордена. есть звук.
Первый — это Клей Качмарек. Он проник в анимус Уоррена Видика в Риме и стал объектом номер 16. История предков Качмарека помогла Видику выйти на ассасина времен Ренессанса, Эцио Аудиторе. Терзаемый чувством вины, объект покончил с собой. Но, возможно, Качмарек может пригодиться нам еще раз. В анимусе объект 16 контактировал с порождением первой цивилизации — Юноной. Детальное изучение его сессии поможет нам справиться с угрозой, которую представляет Юнона. Видику понадобилась замена для объекта 16. Дезмонд Майлз, беглый ассасин, был захвачен в сентябре 2012-го и стал объектом 17. Он помогал в поисках яблока Эдема. Ему удалось сбежать и узнать о вспышке на Солнце, аналогичной той, что стерла с лица Земли первую цивилизацию 75 тысяч лет назад. Дезмонд Майлз восстановил храм первой цивилизации в Нью-Йорке и таким образом спас мир, пожертвовав собой. Его тело забрали в Абстерго. Тело Дезмонда Майлса стало образцом 17, а его бесценная генетическая информация была загружена на сервера Абстерго. Мы должны и дальше заставлять ассасинов работать на нас. До смерти или после нее. Угу. И в базу данных проникли не только данные ДНК, но и сама Юнона. Ай-яй-яй-яй-яй. А потом про нее забыли и забили. Мерзавцы Юбисофты. Время 4:26, 13 декабря 2012 года. Отчет об операции группы Сигма в Каире. Отчет принимают Ктибор Хасик, психиатр, уровень допуска 7, и начальник опер-отдела Летиция Ингленд, уровень допуска 9. Ваше полное имя и звание. Юхани Отсуберг, личный номер ОП-11485006-Б. Мастер-тамплиер. Как вы оцениваете результаты задания в Каире, мастер Берг? Я бы сказал, что это успех. Новая группа Сигма действовала блестяще. Не слишком ли оптимистично? Уильям Майлз был задержан, а артефакт первой цивилизации получен. Оба объекта переданы Уоррену Видику. Могу я узнать вашу оценку? Мы довольны результатом, но отнюдь не методами, которые вы использовали. Вот как? И почему же? Вы отошли от плана. Вы должны были задержать объект в аэропорту, а не в музее. Покидая самолет, объект прикинулся экскурсоводом при группе учеников старшей школы. Член группы Сигма сообщил нам, что вы тут же отменили операцию. Отрицать не буду, но скажите, кто меня сдал? Этого я не скажу. Неважно. Я сам это выясню. Но вернемся к делу. Объект умен, но действовал он неаккуратно. Поясните. Он владеет техниками противодействия наблюдению, но применяет их неэффективно. Его с самого детства обучали искусству ассасинов. Я знаю об этом. Но он много лет не участвовал в полевых операциях. Раз решил ехать сам, значит, это было очень важно. Сейчас он уже не боец. Скорее, кукловод. А кто же вы? Хищник. Хищник, который ослушался приказа из-за каких-то школьниц. Предпочитаю выжидать подходящий момент для атаки. Я строго следовал приказам на задании во Флоренции. И это кончилось плохо. Дело в этом? А может, дети просто напомнили вам вашу дочь?
Личная жизнь не влияет на мою работу. Ваша дочь очень быстро поправляется. Надеюсь, ее здоровье и дальше будет... Не начинайте. Прошу прощения. Ваш шантаж безвкусен и к тому же совершенно излишен. Поясните. Препараты Абстерго дали моей дочери возможность жить без боли. А я, наконец, нашел свое призвание. И потому мы ждем от вас повиновения. Вы можете ждать от меня верности. Эти дети поставили под угрозу успех операции. Вот и все. У нас уже есть один неуправляемый мастер-тамплиер. И мне совсем не нравится мысль завести еще одного. При всем уважении к мастеру Кроссу, он одарен, но невменяем. Мы не хотели вас оскорбить, но после гибели вашей группы во Флоренции мы приглядываем за вами. Все цели задания выполнены, причем без кровопролития. У меня лишь один вопрос. Являюсь я лидером группы Сигма или нет? Как вы и сказали, результат безупречен. Тогда, полагаю, наша встреча окончена. Разрешите идти? У вас что, есть более важные дела? Я собираюсь найти того, кто меня сдал. Я не потерплю нарушений субординации. Закончим на этом. Время 4:34. Отчет завершен. Запись направлена Алану Рикину. Тому самому Алану Рикину. Компьютеры 9 из 20. Так, возвращаемся. Черт, что опять? Опять сбой? Что, Как и в опять? тот раз. Шей вернулся в Нотр-Дам. Надеюсь, хоть в этот раз получится. Ну что ж такое? Ага. Шей сейчас в Париже. Могу год назвать. 1776. В это время Франклин был американским послом во Франции. Дамы и господа, мистер Отсаверк, опытный убийца и историк-любитель. Бейте с воздуха. Так где они все? Ну да, в чем дело? Нам делить нечего. Ты, обезьяна, проваливай в свою дикую страну. Филадельфию, вообще-то. О, да мы и шутки шутим. На помощь! На помощь! Помощь уже тут. Шей. Вот это да. Сколько лет прошло? $100. О, я забываюсь. Спасибо, друг мой. Но как вы здесь оказались? Простите меня, сэр, но на разговоры нет времени. Вы в опасности. Да, Мне надо вернуться к семье. Ах ты мерзавец. Давай, будем
фигней заниматься. Ну, конечно. Из-за вот этой фигни все пошло не по плану. Кто бы сомневался. Все заново. C'est à croire qu'il a pris un coup sur la tête. Туда тебе. Спасибо, Шей. Я на минуту. Хочу проверить, в порядке ли родные. Опять на время всю. Опять все на крыше. Вуаля. Как вам это удалось? Похоже, удача на вашей стороне. Удача это мастер миф. Франклин. Полагаю, вы согласны? Да, мой добрый друг. Но без вашей помощи я бы... Словом, спасибо вам, Шей. Могу я вам чем-то помочь? Отплатить за вашу доброту? Вообще-то да. Мне нужно повидать делового партнера. Я слышал, через 2 дня он будет в Версальском дворце. А в Королевский дворец просто так не попасть. Что ж, посмотрю, что можно сделать. Это все, что мы пока можем. Мы наугад роемся в банке памяти, и поэтому система падает. И что ты предлагаешь? Если мы продолжим изучать жизнь Шея в колониях, то лучше обработаем и парижские воспоминания. Хорошо. Держи меня в курсе. Загружаю следующие воспоминания. О! Шей Кормак, говорят, вы новый знаток Ордена по наследию предтеч. Я не эксперт, сэр. Я лишь видел, что ассасины могут сделать с этими святынями. Я долгие годы изучал наследие предтеч. Расскажите, что видели. Я знаю, что и ассасины, и тамплиеры ищут частицы Эдема. Это мощное оружие. Яблоки, управляющие разумом, но здесь другое. Мы нашли не яблоко, а яблоню. Эти храмы держат землю, как корни. Потревожь их, и Гаити исчезнет, или... Лиссабон. Или любое другое место из манускрипта. И ассасинам совершенно нет дела до этого? Да. И если их не остановить, они продолжат уничтожать города. Ясно. По нашим данным, ассасины сейчас рядом с Луисбургом. Мы встретимся с офицером флота Джеймсом Куком.
Он недавно получил назначение стратегической важности. Карта у Гиста. Хорошо. Я скоро отбуду. Полковник Монро высоко оценил вас, Шей. Он считал, вы можете стать лучшим из нас. Я надеюсь, вы не подведете. И не собираюсь, сэр. Гест, почему великому магистру так интересен капитан Кук? Ну, он весьма умен и амбициозен, сэр. В мореходном искусстве ему равных нет. И, если верить моей любимой владелице трактира в Галифаксе, он только что стал капитаном линейного корабля. К тому же он эксперт по дешифровке. Столь одаренный человек уж точно поможет нашему делу. Такие нужны нашему ордену, а? Ну, что я могу сказать? Он мне друг, а он раздражающе честен, прямодушен и абсолютно бесчестен. С ним трудно сохранить что-то в секрете, особенно если учесть его способность разгадывать код. Считайте его союзником, но не откровенничайте с ним. Я это учту. Красота. Я слышал, Луисбург может стать ключевым пунктом. Если Королевский флот его возьмет, река Святого Лаврентия будет свободна. А там и до Квебека с Монреалем недалеко. Это изменит ход войны. Генерал Вольф задаст перце этому крысу Монкальну. Я ждал этого со времен форта Уильям Генри. Когда война закончится, мы наведем порядок на этом континенте. Боюсь, это будет нелегко, друг. Мы откроем неизвестный землю. Покрытый трехфутовой толщей снега. Этот холод нас убьет. Fishing off Haysborough line, shooting and hauling and trolling all night. Это как вовремя. Я трубу достал. Линкор. Вау. Old skipper, you cannot catch me in the windy old weather, stormy old weather. When the wind blows, we'll all pull together. Еще один. Slashing his tail. Time now, old skipper, to hoist up your sail. In the windy old weather, stormy old weather. When the wind blows, we'll all pull together. Then up jumps a slipsail as strong as a horse. Says now, old skipper, you're miles off course. In the windy old weather, stormy old weather. When the wind blows, we'll all pull together. Вот он, Пемброк, корабль капитана Джеймса Кука. Просто красавец. В полном вооружении. Нам надо пришвартовать Моригу. Магистр Кенуэй будет ждать. Так, стоп. Я только сейчас кое-что заметил. О. И никто не сказал, главное. Что что-то у нас не до конца заработало на стриме. Так, все остальное хоть и работает. А в чате все происходит какая-то дискуссия, непонятно о чем. Я вообще ничего не понимаю, о чем вы там говорите. Но главное, что активность идет полным ходом.
Что произошло, что не до конца? Полоска не появилась. Весь все это время ее не было на экране. Я смотрю, чего-то не хватает. Что-то не то, что-то не так. Добро пожаловать, господа. Рад встрече, капитан. Капитан Шей Кормак, а это Джеймс Кук. Рад познакомиться с вами. И я, сэр. Капитану Куку удалось раскрыть уловку противника, Ку-ку. которая, боюсь, подтверждает наши сведения. Вы правы. В это самое время Королевский флот идет к Луисбургу. Но французы замышляют нанести удар на упреждение. Если им это удастся... Разумеется, мы не можем этого допустить. Господа, битва за Луисбург может стать поворотным пунктом, который знаменует начало конца войны. Не знаю, как вы, а я сыт ей по горло. Могу я предложить уступить вам штурвал, капитан Кормак? Я Думаю, буду вам управлять понравится линкором? управлять кораблем с серьезной огневой мощью. Линкором Полагаю, что управлять? так. Вау. Капитан. Луисбург. Походу у нас намечается баталь морская, очень серьезная. Раз нам целый линкор дали. Вольф, Лоуренс и Уитмар ведут 3 эскадры Королевского флота. Кто командует? Сам генерал-майор Амхерст. Он вернулся из Ганновера. Интересуетесь войной, Шей? Не хотел вас разочаровать, сэр. А вот и наш враг. Кажись. У них здесь! Легкая добыча, капитан! Их нельзя пропустить! Нам необходимо остановить их, капитан. От этого зависит исход войны. Используйте наши мортиры, Шей. Они необходимы С для... удовольствием. Мортиры в бой. Вот это мортиры жарят. Мортиры куда больше урона наносят, чем все наши пушки. Адевали. Это что, галка? А это брандеры. О, господи. Брандеры. Если прорвутся, то уничтожат нас. Значит, мы их остановим. Я знаком этот корабль, сэр. Это эксперт Окреде. Адевали. Ему повезло, что у нас другие цели. Согласен. Сначала займемся брандерами. Блин! Еще брандеры!
Еще противник, сэр! И еще брандеры! Да сколько можно этих брандеров? Возможно, будет мудрее отступить. Мудрость не всегда к месту на войне, капитан. Еще повоюем, братцы! Заряжай! Заряжай. Приготовьте мортиры. Какой же он неповоротливый, этот линкор. Вот и Королевский флот. Мы успели как раз вовремя, капитан Кормак. Война идет к концу. Вот это было дело, а? Пока еще рано праздновать. Адевале смог уйти. Уверен, мы с ним еще встретимся, магистр Кенуэй. Магистр Кенуэй жаждет уничтожить Адевале. А ты нет? Он влиятельный человек, и по праву. Он символ надежды для ассасинов. Его гибель потрясла бы их. Это верно. Но с другой стороны, он хороший человек, Гист. Как и Лоуренс Вашингтон. И Смит. Я любил Смита. И Вордроп. Хотя этот вообще не умел. Да и с Уиксом он не ладен. Если ты хотел потревожить мою совесть, Гист, тебе удалось. Сейчас война, Шей. Но мы и так всегда на войне. Я прямо как дядюшка Джедидайя. А он тот еще брюзга. Послушай лучше... Другой раз, Гист. Да, сэр. Впереди! Ой, а как нам до вот этого добираться? Придется форт полошматить, походу. Ну, с другой стороны, почему бы и нет?
Капитан на мой... И идем на форт. Отдать гроты! Так, куда, блин, карта постоянная? Угу. От ветра! От ветра! Спустить паруса! Ловим ветер! Отдать Марселя и вам Брамселя! Sailor and listen. I dreamed a dream the other night. Oh, to me, Johnny Bunker. Hey! Ships may come and ships may go as long as the seas do low. But a sailor lad just like his daddy, uneven shores. Этот ветер мне не нравится. Поем, что ли? England, old Ireland, England, old Ireland, England, old Ireland. Ох, какой красивый снежок. Прям в лицо аж. Очередной раз повторюсь. Аж легче дышать становится такую жару. С таким снежком хотя бы в игре. Как хорошо, что мы сейчас не проходим какие-то игры про джунгли или про пустыни, а то было бы еще хуже. И в жизни с ума сходящей в игре жарень. Хорошо, что хотя бы тут снежок. И свежесть. December. Remember. Эх. Ну, началось. Мы разобьемся, Кэп. Это лягушка, мы прямо в лицо. Известность выросла, ну конечно. Одна башня. Ух, откуда ты взялся?
Еще этот прется. Мне уже капец урона нанесли. Еще одна осталась. Ух, да неужели? Отлично. Всё КП снесли мне. Все эти корабли. Все паруса отдать! Паруса отдать! Ветру! Меньше ход! Убавить парусов! Пойду за едой. Приятного аппетита заранее. Один есть. Второй есть. Остался порох. Не трогайте меня. Где там дымовухи?
испытания всякие там еще выполняются параллельно. Ой, как же это было долго. Зато будет интересно, что форум на этот момент скажет. Вы вообще там про что обсуждаете? Про Nine Souls или про что-то другое вообще? Я вообще ничего не понял. Мне лень было во все это вчитываться, в эти горы текста. Nine Souls, ну, может быть, и я что-то когда-нибудь расскажу. Так что да, действительно, поживем, увидим. Я хотя бы, может, пойму, о чем там все это было. Что вы сегодня хотите? Я вообще могу что-то еще сейчас купить? И по-прежнему ресурсов нет. Ну, боеприпасы хотя бы. Нет, 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 нет. Отсеки разве что. Вау. Нет, лучше копим ресурсы на что-то полезное. У меня как раз вот с деревом и железом жесткие проблемы. Зато со всем остальным нет проблем. Спасибо за доверие. Ну, я просто корабли не граблю вообще. Вообще на это не отвлекаюсь. А надо бы, наверное. Капитан! Гроты отдать! Вперед! Все Вот это паруса! ветер, капитан! Спустить все, Так, не кроме надо грота! ветер меня на таран. Так, стоп, 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 стоп. Я кое-что вообще забыл. Еще паруса Обратно, отдать! обратно, обратно. Убавляй! От ветра! Отремонтироваться-то надо было бы. Что задумали, капитан? Починить. А почему нельзя починить в смысле? Он же у меня поломанный. Алло. Или мне в каюте надо чинить? Или это баг? Нельзя тут. Ну и что за фигня тогда? А что ты делаешь? Капитан у руля! Не, поломанный и все. Что за фигня? В чем проблема починить? Я не понял. Что вам предложить? Не предложить починить корабль, блин.
Что за баги? До встречи. Капитан на вахте! Гроты по ветру! Ладно, я знаю, что можно еще чинить корабль методом как раз захватов кораблей. Вот как раз и повод появится, значит. Человек в воде! С того корабля! Сэр, этот ветер мне не нравится. О, доступно улучшение. Гляньте, кого принесло. Доброго вам утра, джентльмены. И вновь наш изобретательный Джентльмены. капитан Кук нам помог. Я нашел человека, которого вы искали. Адеваля? Именно. Его видели во французском форте в 2 лигах отсюда вниз по реке. Что этот подлец забыл у французов? Должно быть, чинит корабль Луисбург. Спасибо, мастер Кук. Дальше мы сами. Счастливого пути и удачи, господа. Форт прямо по курсу. Ясно. Значит, плывем вперед. Поймаем ветер! Мне бы корабль починить. На всех парусах! Погода ни к черту, сэр! Местные реки предназначены для корабля, который бороздит океан. Им будет почти невозможно управлять. Это не самая большая проблема. Сейчас я уверен в одном. Главное, на пути не стоять. Можно попробовать обойти мелкими рек, где он не пройдет. Но действуйте незаметно. Нам нельзя привлекать внимание. Зачем французам такой корабль здесь? Скоро конец войны. Положение отчаянное. Они используют любую огневую мощь. Не в обиду мастеру Куку. Я еще не видел корабля, вооруженного лучше этого. Он не в моем вкусе. Ну, у всего французского есть своя изюминка. Я когда-нибудь рассказывал про мадам Рене. Ее настоящее имя... Ладно, сейчас не время. Я знаю, где нам высадиться. Вперед! Какой у нас план? Стрелять в форт? Глупо пытаться Еще один взять форт. нахрапом. Да. Нужно узнать, кто наш противник. Я мог... Упс. Не надо было этого делать. В целом я могу и без спойлеров твое мнение узнать. Форум, как ты думаешь, допустимо ли не необходимое жестокое действие по отношению к существу, что нанесло огромный вред? И дальше у меня сообщение обрывает. Но лучше я буду таить интригу и подождем, пока я сам не увижу, о чем там идет речь. А то одно дело, когда ты читаешь и что-то там себе представляешь, и другое дело, когда в игре это прям сам залицезрел. Может, там мнение все-таки чуть-чуть поменяется. Им будет почти невозможно Так управлять. что Это не самая большая таим интригу и ждем, когда я доберусь Сейчас до я Nine уверен в Souls. одном. Главное, на пути не стоять. И, кстати, пока я не забыл, пока мы вспомнили опять Nine Souls уже приобретен. Летние скидки, все дела, которые наступили как раз, когда у нас был перерыв на неделю. Так что Nine Souls уже есть и ждет своего часа. Скоро конец войны. Положение отчаянное. Они используют любую огневую мощь. Не в обиду мастеру Куку. Я еще не видел корабля, вооруженного лучше этого. Он не в моем вкусе. Ну, у всего французского есть своя изюминка.
Я когда-нибудь рассказывал про мадам Ренет? Значительно большим, чем ей. Другим сущностям. Я знаю, где нам высадить. При этом эта сущность продолжает считать себя правой. Какой у нас план? Стрелять в форт? И не туда плыву. Попытаться взять форт нахрапом. Да. Нужно узнать, кто наш противник. А также хочет быстрой и легкой смерти. При этом... При этом мне необходимая жестокость не... И опять обрывается сообщение. Глядите! Это остров Тен, капитан. Здесь опасно. Нужно нарваться. Не читай за рулем. Да, так и надо делать, действительно. Не надо делать, точнее. Спустить паруса! Я пойду в форт. Выясню, чем там занят Адевали. Береги Морриган, Гист. Да, сэр. Сберегу в целости и сохранности. Удачи, Шей. Удача — это миф, магистр Кенуэй. Магистр Кенуэй. Да, тут нет спойлеров, я слишком обезличил все происходящее. И требует особых излишних действий для нас. А я принципиально не буду комментировать, потому что таим интригу. А то вы можете даже без спойлеров, можете мне сейчас узнать все мое мнение об игре наперед. А так неинтересно. А как же первое впечатление? Как же все вот эти шок-контент? Медведи ходят, бродят. Кстати, насчет медведей, у меня там по ремеслам ничего нового не открылось. Ага. Эффективность. И все. Маловато. Это не мнение об игре будет, а мировоздание твое по поводу жестокости. Ну, тем более тогда. Тем более потаю интригу. А потом... Усугубил положение. Туда его. Красиво отпихнул. Адевали. Стоит, ждет меня. Идет за мной. Испытаем твою храбрость. Догонялки. Капитан, отдай! Он уходит. Если бы кто-нибудь сразился со мной.
Адевали хочет драться на своих условиях. О, мне корабль починили. Ой, как приятно. Как я благодарен. Или назад на досках поплывем. Озеро по курсу в тупик. Попали, не выбраться оттуда. Огонь! Огонь! Адевали у берега! Новая тактика. Он спасает команду. Нет. Хочет стоять насмерть. Не разочаруем его. За ним, Ну, Шей. насмерть так Я насмерть. загоню его в угол. Сейчас на нее скидка 50%. Мне попалась со скидкой большой. Ну, 60 я видел, что там мая был. Была неделя 60%. Думал, и на летней скидке будет 60, но нет, 50. Ну, хоть так. Да, Азель вот вообще full прайсом взял. Где же твой пес, великий магистр? Похоже, я очень нужен, раз гоняете за мной вдвоем. И слишком долго портил нам жизнь. Я служил своим отцом, Хейтон. Он бы стыдился, ты умрешь как предатель. Прости, Адевали. И ты еще смеешь просить прощения? Твое место в аду, предатель. Я войду туда гордо, зная, что я был прав. Не имеет значения. Все, что нужно, уже у Ахиллеса. Я убью всякого, кто защищает его, если придется. Он не должен преуспеть. Ты превратился в чудовище, Шей. Может и так. Идем. Да, я думаю, насчет этого лучше в самом конце говорить, иначе без контекста и понимания всех действий каждой стороны можно немного не понимать, кто что сделал. Вот я всегда так стараюсь делать. Только когда полностью игру пройду, вплоть до титров, только потом уже прям итоговое мнение там насчет чего угодно можно полноценно говорить. Ранее это не полное твое мнение все равно будет, потому что мало ли что там еще до финала игры может случиться, и ты можешь что-то поменять свое. Поменять свои мысли, свое мнение. Пусть даже немножко. Скоро постараюсь Дельтарун купить. Есть желание погрузиться в него. А как же вон та игра инди пиксельная, о которой ты говорил? Ты ее еще не купил? Говорил тоже. Понравилось. Не помню название. Война еще не окончена, но французы утратили свой наступательный порыв. Теперь тамплиеры могут сосредоточиться на ассасинах. Сотни людей еще работают на них в Нью-Йорке. Посмотрим, какова роль Шея. Еще нет, в виш-листе у меня. Она на потом. Понял, на десерт.
На потом, все на потом. Часть 6. Нью-Йорк. А сколько в этой игре глав? Вот у нас уже 6. Кстати, надо костюмы глянуть. Новые. Каковы наши успехи в деле предтеч? Мы готовим корабли и припасы, но это трудно, когда нет пункта назначения. Мои люди помогут. И если нужен кто-то в команду, обращайтесь. Хоуп повторит. Эксперимент магистра Франклина. Найдем еще одну святыню предтеч. Ты уверена в своих силах? Я внимательно, наставник. Устройство почти готово. Очень хорошо. Держите меня в курсе. Мы все еще должны найти Хоуп. А ей рапортуют почти все бандиты Нью-Йорка. Лучше найти великого магистра. Я вернулась с возвращением Евгения. А сколько мы уже стримим, кстати? 2,5 часа. Ясно. Ясно, понятно. Ну, стоит магистр. Ну, я не помню, сколько тут глав, но по живым персонажам вижу, что еще не так скоро Ассасины конец уж. узнали, как использовать шкатулку Да. предтеч. Они уже готовят экспедицию. Значит, мы должны остановить их. У Хоуп сотни людей, а властям плевать на все. Может, нам прикинуться ее людьми? Совершим преступление так, чтобы их нельзя было больше игнорировать. Это прекрасный план, Джек. Действуйте. Я выясню, где прячутся ассасины. Мне показалось? Или он попросил наделать шуму? Наслаждайся, пока можешь. Погнали. За ними, Шейк. Нам нужна их одежда. Ты прав. Бежим. Торопись, болван! Или мы оба сдохнем! А, что ты делаешь? Да поверните камеру на Хейтем, зачем нам Парочка идти? заправских проходимцев, а? Ага. Нет, мне это даже идет. Чем займемся? Жалованием солдат. Надо поспешить. Полк уже на пути к форту, где хранятся деньги. Ох уж эти его отчетчи. Надеюсь, у тебя есть Отчечи. Там много заключенных. Проникнем внутрь и водрузи флаг банды, а я освобожу их. Думаешь выпустить бандитов, которые работают с ассасинами? Мы же натравим на них армию, разве нет? Просто подними флаг, и я устрою ад. Какой сейчас год в игре? Вот задание начиналось, там писала как раз 750 какой-то там.
Буквально вчера посмотрел аниме «Добро пожаловать в класс превосходства». Ау. Первый сезон. Ну тогда рекомендую и все остальные тоже. Обязательно. Если тебе нравится пафос, то это аниме как раз про это. Мне понравилось. Ну тогда дальше будет еще интереснее тебе, думаю. Нет, последний вышедший. Первый сезон глянул, когда он только вышел. А, ну тогда ладно. Я последний вышедший как раз еще не смотрел, вроде бы. Только первые все там 2 или 3. Какой там крайний? 4-й уже или 3-й? 4-й, наверное, уже. Если 56-й, то это уже чуть меньше половины. Я не помню, какой там был. Вот эти переигрывания просто невероятные. Невероятно. Ой, капец, тут еще сундуков. Я отойду. Отойди. Что? Пошли вон от меня. Десять секунд у меня осталось. Черт, я вообще не обратил внимания на время. А это будет провалено, если я не успел. О, какие вы сильные. Понял. Делаем ноги. Значит, условие будет не выполнено. Ну и ладно. Там их смысл. Уже эти доп. Задания. Да, это доп. Задание было. Кто-то помог. Их было Все слишком сундуки много. успеть открыть. Что ж, мы исправим это, не так ли? Пора избавиться от этих бандитов. Ну, не успел за время. Немного удачи, и армия раздавит этих бандитов. Удача — это миф. За выполнение условий что-то дают, я не помню, или просто за спасибо. Ну, полная синхронизация, проценты игры, кто-то на 100% хочет пройти, только это вроде бы.
Зашибись, мы прям текстуры провалились. Замечательно. %, между прочим, ровно половина. Это если считать всю игру вместе со всеми исследованиями карты. По сюжетке мы, по идее, уже больше половины прошли. Потому что это в целом вся игра. Ровно половина у нас. Неплохо. Значит, стримов займет все-таки не так много, сколько я предполагал, эта игра. И с той ноги прыгнул. Блин, тут синхронизация еще не сделана у нас рядом. Я на Новый год решил почитать мангу Бешеного Неверленда. Это я тоже знаю, но не смотрел, не читал. После первого сезона аниме. Но печати. Так медленно покупаю дорого, зараза. Это будет моя первая и последняя манга в печати, короче. А что ты решила прям за мангу взяться? Еще и печатную. Не электронную в интернете, а прям печатанную. Ласковая сталь. Где твой главарь? Я не скажу. Она убьет меня! А так тебя убьет он. Она в том особняке. В том, с садом. Идем же. Так, мистер Хейтем, погодите. Великий магистр, сейчас я отойду на минутку и сразу к вам вернусь. К нашему главному пафосу ходячему.
Все, я уже тут. О, Игорь тут. Какое совпадение. Я тут, и я тут, и вы тут, и все мы тут. Так, что я пропустил? Заставляешь Хейтема ждать? Ишь, какой я. Что я себе позволяю, да? Вы что себе позволяете? Я вот манги не читал особо, не доводилось. Я вообще мало читал. Буквально пара штук, наверное. То капец давно. И посмотреть-то времени в последнее время нет вообще. И, как я говорил, читать манги или вообще любые книги вообще нет ни времени, ни особо сильного желания. Там аниме только первый сезон великолепный, второй полная лажа, хотя сама манга очень хорошая. Да, это прям очень часто бывает с аниме всякими разными, когда манга прям шедевр, оригинал, собственно, сам шедевр, очень классный, а в аниме прям что-то не очень. Либо что-то вырезается, либо переделывается, либо добавляется вообще что-то лишнее. Короче, редко когда адаптация аниме, то все такое же классное, как в манге получается. К сожалению. Очень часто я такое слышу, что манга, что оригинал намного лучше, чем адаптации. Электронно читать удобно, только длинный формат, как в мангах. Манга совсем не рассчитана в такой формат. Очень советую это тебе. Это аниме. Про Неверленд обещанный. Ну, оно вроде было в моем том типа списке. Вроде бы. Так, там я быстренько пробежался глазами, чтобы не заспойлерить себе, мало ли. Вдруг буду смотреть. Мы оба тут. Так точно. Блин, как тут на конкретное сообщение ответить? Я не понимаю. Да, вот тебя сейчас научат. Собаку просто дописываешь. Вот этот значок я имею в виду. И все вроде бы. Собаку. Все дело в собаке. Не знал, что у вас есть скрытый клинок. Думал, ты один такой? Я полагал, да? Где вы взяли его? Получил в дар от братства. Ясно. Кто тут наши, кто не наши, блин. В темноте все одинаковые, и цель всех можно выбрать. Наша миссия была успешна. Армия выступит в любой момент. Хорошо. Наших сил в Нью-Йорке не хватит против этих бандитов. Но если удача улыбнется нам, мы избавимся от них навсегда. Удача — это миф. А теперь обезглавим змею. Я и один справлюсь. Хорошо. Найдите Ху. Мы идем за подружкой. Воу, я даже такого не видел добивания.
Кстати, манги читать сильно быстрее, чем смотреть аниме. Это кадры в кадр по этой манге. Но для меня всегда самый главный минус манги, что манхвы, что вообще любого такого, что надо читать, это то, что вот нет вообще никакой Всё, что атмосферы. нужно при нас. Просто если у тебя Итак, есть воображение, то шевалье да. будет ждать меня. Хороший. А если Прощай. не очень, то без музыки, Удачи там, без вам. спецэффектов, без голосов. Если ощущение читать, то оно немножко не то. Поэтому многим оно не очень нравится. Жаль, что все так кончается. Ты всегда мне нравился. Ладно, всем спасибо, но с телефона я, походу, не смогу вам отвечать. Он не хочет мне копировать ники. Эх. Жалость. Досадность. А мы тут что-то помираем. Покиньте склад, и я не вижу, куда его покидать. Он еще и бегать и лазать не умеет. Ладно, дубль 2 сейчас будет. Ну да, там тяжелее. Ну да, с телефона это и нельзя вроде копировать ники. Оу. Так, и еще я хотел сказать после вот момента, когда отходил, что мы сегодня ненадолго, наверное, будем. Не на 5-6 часов. Где-то на 3 с чем-то, скорее всего, максимум. Так что еще немного, и мы на сегодня, наверное, будем уже закругляться, к сожалению. Ты выносливее, чем я ожидал. Ядовитая женщина. Что это? Яд. Останавливает сердце. Мне нужно двигаться. Вот так. Двигаюсь. Сердце бьется. Все, надо найти Хоуп и противоядие. Мерзкие вот эти вот. Что это? Яд. Останавливает сердце. Мне нужно двигаться. Вот так. Двигаюсь. Сердце бьется. I can get him from here. А, ты тварь какая, а? Ты посмотри на меня. Тупо столкнула меня. Блин, как ты меня задолбала, вот эта женщина, которая из-под угла постоянно тыркает меня и толкает.
Мадам Хоуп, стойте. А давай беги. Ой. Обязательно надо замедлиться, постоять, покашлять. На бегу мы кашлять не сможем. Еще застреваем, конечно. Делаем ставки, сколько сотен тысяч лет мы будем за ней вот так вот бегать. Так. Ну, можно и так. Ты опоздал. Как всегда, Шей. Хоуп, я не хотел этого. Я учила тебя этому. И меньшего не ожидала. Но зачем? Дать Лаему время уйти. Скоро шевалье отправится к святыне Предтеч. Я остановлю его. Он будет ждать тебя. Жаль. Ты был так талантлив. Надо до 1000 часов добить. Ага, до красивой цифры. Ограбить, конечно же. Это прям на карте отображается вот это вот Форт Арсенал. Это наше логово тамплиеров. Угу. Впечатляет.
Ну все, пока тут. Клинки, клинки, клинки. Понятно. Одежда где? Хотел одежду глянуть. Вот. Костюм тамплиера. Азель, ты про какой? Про вот этот? Сейчас смотрим еще раз, появилось ли что-то новое уже. Убийца ассасинов — это то, что у нас сейчас. Арктики, колониста, китобоя, охотника. У нас же сейчас уже 6 глава. Он уже должен был бы появиться, наверное. Адмирала, магистр тамплиеров, викинга, тамплиер-телохранитель, тамплиер 11 века, индийский, версальский, темный костюм ассасинов. Капитана, стрелка, следопыта, разбойника, следователя, костюм тамплиера. Он почти такой же, как вот этот вот наш базовый. Да, костюм тамплиер. Что-то я думал, он будет какой-то более уникальный. Там просто цвета чуть-чуть другие. Классный костюм, для меня пик изящества. Но для меня он... Хотя я его не одевал, может он там на шее все-таки по-другому выглядел, но вот чисто по вот этому вот... По вот этой картинке, которая только что там в списках была. То для меня он один в один, как и обычный тот базовый костюм, просто там цвета, как я сказал, чуть-чуть изменены. Мы вновь в Атлантике. Шей с тамплиерами преследуют экспедицию ассасинов. Вперед! Вперед! Нет, давайте-ка. Насколько помню, у нас там из цели остался вот как раз таки шевалье. И все. И потом останется только Лайм и Ахиллес на финал. Так что мне кажется, что мы уже действительно довольно-таки близко к финалу оказываемся. Ну-ка сейчас еще раз проверим, что там в меню. Может, на следующем же и финал какой-то будет, мало ли. 53%. Ну, мне кажется, что может быть и финал будет на следующем стриме уже. Если мы чисто по сюжетке опять пойдем и нигде не застрянем.
Скорее всего, он цветами и отличается, но мне это... Не что обычный костюм нравится, так и его дополнительный. А, ну тогда понятно, если тебе обычный даже нравится. Мне вот обычный не понравился, как я говорил в начале игры. Поэтому и этот не особо впечатлил, к сожалению. Наверное, на этом закруглимся. Ровно 3 часа постримили. Потому что если мы действительно там уже близки к финалу, то чтобы сейчас еще ближе к нему не приблизиться, лучше оставим на следующий стрим. Чтобы следующий стрим не получился слишком коротким. Удобно с приложением, мне стало интересно, сколько у меня, но только мне придется вспоминать все тайтлы. А я вот без приложений, к сожалению, смотрел, поэтому не получится мне глянуть как раз, сколько я там времени потратил в своей жизни на все вот это вот. Ну, это надо было прям с самого начала задумываться об этих всяких приложениях, а не потом уже постфактум, когда оно уже и не так надо. Ну и тем более, как я говорил, сейчас уже и времени толком нет что-то смотреть. Уже не помню последний раз, когда и что смотрел. Зря, получается, я переживал в начале стрима, что я говорил, что надо бы поскорее допроходить этого ассасина до выхода Black Flag. Если у нас уже на 3-м стриме будет финал, то она оказалась довольно-таки короткой. Я думал, мы ее будем проходить где-то сколько же, столько и 3-ю часть проходили. Но, походу, нет. 3-ю мы сколько там, 5 или 6 стримов проходили, а тут за 3 управились. Управимся. Может быть. Ну ладно. Я уж тут переживал, что из-за этой жары, что неделю не стримили, что мне придется срочно допроходить изгоя, чтобы успеть. Мне просто надоели костюмы ассасинские. А как, например, вот этот, в котором мы как раз сейчас бегаем. Убийцы ассасинов он называется как раз. Он тоже не ассасинский, прям такой тамплиерский. С накидкой. Там еще в оригинале маска была. Но у меня без маски. Он тебе не понравился? Там еще я смотрел этот магистра тамплиеров костюм был, тоже он такой какой-то интересный. О, как я и говорил. 3/5 примерно. 3/6. Ну, где-то так, да. Но то, что у нас сейчас по процентам показывает, это далеко не только сюжет. У меня там еще и в целом в мире много чего было исследовано. Ну, не то чтобы много, прям, конечно, но какая-то часть там процентов добавила по-любому. Вот мы допройдем весь сюжет, то будет, я думаю, где-то 70% максимум. А все остальное это как раз до исследования мира. Который я вряд ли, наверное, прям полностью буду там исследовать, к сожалению. Всегда найдется время на аниме. Ну, вот у меня, к сожалению. В последнее время уже что-то не находится. Раньше было больше времени. Больше времени находилось для аниме. Чуть ли не каждую неделю, каждый месяц по несколько штук всяких разных смотрел. Было время. К
Только мага-целителя не смотрите. Не уверен, что я понял, о каком именно. Так что не буду утверждать. По процентам. Жалко тут не показывать, сколько процентов отдельно и сюжета, отдельно вся игра. Хотя, может, там в самой игре и показывала менюшки. Уже загружаться лень. Или в базе данных, может, показывалось. А как же Боку на пику? Или это уже слишком старый мем? Ну, наверное, да, наверное, слишком старый. Но все-таки мем. Каким бы ни был мем слишком старым или нет, он все равно остается мемом. Хоть и бородатым. Это тоже неплохой костюм, но это пока что для меня самый такой интересный. Может, потом на следующем стриме еще что-то примерим другое. Но пока вот этот вот, который мы сейчас бегаем, для меня самый интересный такой. Я в нем и раньше никогда не бегал, как раз потому что он юплеевский какой-то там. Сейчас только вот кое-как разблокировал для разнообразия и бегаем в нем пока что. Лимонные девочки, ну началось. Еще что вспомните? Мне черный больше нравится костюм. Вот там как раз был один черный костюм ассасина, или как он там назывался. Звучит двусмысленно, конечно. Вот может его примерим в следующий раз. Посмотрим, как он отличается. Может это просто один в один такой же костюм, как был у Шея в прологе. Вот с капюшоном просто опять-таки перекрашен в черный. А может более какой-то уникальный. Вот и посмотрим. Он вроде как раз не юплеевский, а просто за деньги там. Вот и отлично. Я, кстати, вчера на стриме по Силксонгу был. Случайно попался один стример. Так, все с вами понятно. Так. Все понятно. Там ничего такого, но классно посидел. Посмотрел, как он Кармелиту проходил. Ох уж это Кармелита. Так, ну ладно тогда. Вроде все дочитал. Особо больше сказать нечего. Можно закругляться, думаю. Кармелиты только в лесу. Кто понял, тот понял. Кармелиты только в лесу. Я тоже, кажется, не понял. Мне что-то вспомнилось, что когда-то что-то Азель такое говорил, что не про Кармелита, а что-то там другое, только в лесу. То ли деревья только в лесу, то ли что-то такое припоминаю. Отдаленно очень сильно. Что-то там такое было только в лесу. Может, это на этот отсылка какая-то. Не уверен. Спасибо за стрим, хорошего дня. И тебе хорошего дня. Евгения, спасибо, что была с нами. Спасибо, что пообсуждала с нами про аниме. И про мангу всякую. Ладно, удачи всем тогда. На стриме, где Кармелиту проходил, был прикол, я написал еле-еле, а ты пролез. Вот, да, еле.
Ели в лесу. Да-да, вот это я и вспомнил, что-то такое. Про деревья какие-то. Что Зель там говорил такое. Ели в лесу. Ели-ели. Вот этот момент я чуть-чуть что-то там... Чуть-чуть вспомнилось отрывком. Как вы вообще помните? Да я вообще не помнил, если бы вот Игорь чуть-чуть не напомнил. И то я не до конца вспомнил. Отрывками чуть-чуть. Закончил обучение в школе шелка? Я уже препод. А чё, еще не директор? Или не профессор докторских наук? Так, ладно, раз уже все пожелали удачи, то и мне пора тоже пожелать всем вам удачи, всем сказать спасибо, кто сидел, кто смотрел, кто, может, молча смотрел, кто в записи, может, будет смотреть этот стрим. И тем, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе, всем спасибо. До встречи на следующих стримах. Может быть, на финале уже. По вот этому вот ассасину. И по другим играм. Божество. Все, всем удачи. Всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.